Всем привет, Симитеричан! Невероятно, но я и Изами уже 9 лет в отношениях, и из них 6, как мы поженились. Ни я, ни Изами не думали, что это будут настолько длительные отношения, если честно. Также поехал наш новенький в нашей компании, скажем так, его зовут Изами. Знакомьтесь. Поэтому сегодня я расскажу вам 10 вещей, которые меня до сих пор удивляют в отношениях с японцами. И понятное дело, что некоторые из этих вещей будут общие, которые больше как что-то, о чем я часто слышу от моих знакомых, кто тоже в отношениях, а некоторые наши личные. Первое, что меня очень удивило, это то, как оплачивают счет на первом свидании. Думаю, некоторые могли слышать о том, что японцы часто делят счет пополам, и это действительно правда, но я бы сказала, что это неоднозначно. Нету одного ответа, что в японской культуре всегда делят пополам или всегда оплачивают. Это зависит от конкретного случая, но я заметила, что часто в Японии парни оплачивают, если они хотят произвести впечатление. В нашем случае на первом свидании Изами оплачивал полностью все, и мне было 23 года, я тогда даже вообще не понимала, как свидания работают, если честно. И я, по-моему, даже не сказала ему спасибо, хотя я не помню. И он мне через несколько лет отношений это вспомнил и сказал, что я его даже не поблагодарила на первом свидании, хотя в Японии обычно принято слишком прям over показывать свою благодарность, то есть, о, большое спасибо, я не ожидала, что ты за меня заплатишь, вау, но я этого не сделала, и он был в шоке. Японки ведут себя умнее на свиданиях и показательно достают кошелек из сумки, делая вид, что они сами за себя собираются заплатить, и ждут, пока парень не скажет, что «Ой, нет, ты что, я сам за тебя заплачу, не волнуйся». То есть ты и не выглядишь наглой, как будто ты ожидаешь, что за тебя заплатят, но и при этом даешь время парню подумать, хочет ли он за тебя заплатить или нет. Второе, меня очень удивило, что признание и предложение встречаться в Японии выглядит как реально они рисуют в аниме. Допустим, мои очень хорошие друзья Соме и Рёта начали встречаться во время фейерверков. То есть они пошли как друзья на фестиваль фейерверков, все очень красиво, светится, отражение в реке, они сидят на берегу реки и смотрят на фейерверки. Рёта, мальчик, предложил девочке Соме встречаться. Причем меня это удивило не только тем, что парень подбирал момент, чтобы сделать предложение встречаться, но и тем, что предложение должно быть именно вербальное, то есть нужно узнать у человека словами, хочет ли он встречаться, дождаться ответа, и тогда уже считается, что вы встречаетесь. Я раньше думала, что это не так работает. Допустим, слишком много личной информации, но мы с Изами, когда впервые поцеловались, я думала, что все, мы встречаемся уже, раз мы поцеловались, а после этого он у меня спрашивает такой, типа, ну, мы встречаемся же, да, то есть ты хочешь со мной встречаться? И я такая, конечно, я хочу с тобой встречаться, о чем ты говоришь, мы уже встречаемся, раз мы поцеловались. То есть для него еще нет, пока мы не обсудили словами это, мы не встречаемся. Третье, меня очень удивило, насколько японцы тщательно продумывают все этапы отношений. И это уже больше касается не свиданий и встречаний, а свадьбы. Допустим, здесь есть специальные счета, которые можно сделать как общий счет, куда и девушка, и парень могут скидываться деньгами и копить на, допустим, свадьбу или на роды, потому что они в Японии тоже платные, или даже есть специальные кредиты на свадьбу. В Японии свадебная церемония хорошая, стоит довольно дорого. Конечно, зависит от того, сколько будет гостей, но 15-20 тысяч долларов на свадебную церемонию вполне себе в Японии обычная вещь. Мы изначально знали, что это довольно дорого, поэтому мы решили вообще церемонию не делать, а просто поехать за границу на медовый месяц. Это был наш личный выбор. Чаще, мне кажется, люди все-таки предпочитают сделать свадебную церемонию как положено, и в Японии часто расписываются и делают свадебную церемонию в разные дни, потому что нужно накопить деньги, поэтому в один день расписываются и официально становятся уже мужем и женой, и через какое-то время, это может быть через год, через 2, даже через 5, делают официальную свадебную церемонию. Даже не редкость, когда делают ее уже вместе с детьми, кто родился за это время. Тщательное планирование касается и знакомства с родителями тоже. Если все идет ближе к свадьбе, допустим, через 1 год отношений, японцы часто знакомят своих партнеров с родителями. Именно в нашем случае я познакомила Изами с родителями через, наверное,
полгода или год, как мы начали встречаться, и он меня познакомил с своими родителями тоже где-то через год, как мы начали встречаться. То есть не слишком рано, не слишком поздно. Причем это был не просто семейный ужин, а настоящая запланированная поездка к родителям домой, потому что в наше время часто дети живут в Токио, а родители где-нибудь в маленьком городе или деревушке. И родители Изами живут в Кагусима, это на самом юге Японии, в маленькой деревушке между гор, и обычно японцы возвращаются к своим родителям где-то 1-2 раза в год на определенные праздники. Часто это Новый год, а также Обон, это день почтения предков в августе примерно. Поэтому мы запланировали заранее, что мы поедем в августе к его родителям вот на время почтения предков, чтобы мы могли познакомиться. 4. На родителях знакомство с семьей не заканчивается. Если дело идет ближе к свадьбе, то знакомиться всей семьей, с кем возможно познакомить. И, конечно, это зависит, наверное, от семьи. Где-то так, возможно, не делают, и это более консервативно. Но когда мы с Изами собирались расписаться, мы приехали к его родителям в их родительский дом, и вначале им доложили, что мы собираемся расписаться, и дальше мы уже шли по всем родственникам, которые живут очень близко, кстати, они там, у них как маленькая такая деревушка, почти все это их родственники, их клана, скажем так, и у папы Изами 6 братьев и сестер, у всех есть свои жены, мужья, дети и даже уже внуки, и мы ходили в каждый дом братьев и сестер папы Изами, и также сестер его мамы, здоровались со всеми, то есть мы должны были не просто на входе там поздороваться и сказать, что вот мы собираемся жениться, мы должны были именно зайти в дом, нам наливали чай, знакомились, о, Виктория, приятно познакомиться, вот у нас Изами такой хороший, за ним девочки бегали в школе, как мне рассказали другие там бабули, тетечки, дядечки его. После того, как мы уже обошли все дома и познакомились со всеми родственниками, с кем было возможно познакомиться в тот момент, только потом мы уже расписались. И также нам многие родственники дали подарки, это были деньги в конверте, которые нужно было потом частично вернуть. Это тоже часть японской культуры, которая меня очень сильно удивила на тот момент, что когда вам дарят деньги как подарок на свадьбу, ты не можешь полностью всю сумму себе забрать как подарок. Ты должен какую-то часть суммы или вернуть в конверте, или в виде подарка. 5, что меня до сих пор удивляет, и это касается уже не романтических отношений, а отношений с семьей, опять-таки зависит от семьи, но многие японцы, кого я вижу, у них очень отстраненные отношения с их семьей, в особенности с родителями и даже братьями и сестрами. И это касается Изуми тоже, у него великолепные родители, и брат и сестра тоже очень классные люди, но если смотреть с моей точки зрения, их отношения смотрятся довольно отстраненными. Возможно, просто моя семья очень такая навязчивая, если так это можно сказать. Его семья очень редко разговаривает, очень редко созваниваются они, и видятся раз в год, на Новый год, и то максимум. Меня это всегда очень удивляло, и Изами только вот сейчас, последний год, начал чаще созваниваться со своими родителями, потому что он говорит, что он берет пример с меня. Мне кажется, что в Японии много людей, у кого такие отношения. Они вроде хорошие, но не близкие. И поэтому я часто слышу от моих знакомых, у кого уже есть дети, что очень трудно просить помощи у бабушек и дедушек по японской стороне, именно из-за того, что отношения вроде хорошие, но не настолько, чтобы ты мог, не стесняясь, попросить посидеть с внуками. Я не говорю, что японские бабушки и дедушки совершенно не помогают с внуками, это зависит от конкретной семьи. Допустим, как пример, у моей подружки Соме есть маленький мальчик сейчас, и они иногда оставляют его у ее родителей на 1-2 дня, когда ездят отдыхать с мужем куда-то, но не дольше. И также просто в Японии немного по-другому принято помогать. Допустим, есть такая традиция в Японии, именно как традиция, когда даже рожать едут в город, где родилась жена, допустим, родилась где-нибудь не в Токио, а в Фукуоке, и на 9 месяце девушки возвращаются к себе в их родной город, чтобы родить в том городе и остаться в своем родном доме родителей, чтобы мама и папа ей помогали первый месяц. При этом муж может остаться жить в Токио, и это вполне себе считается нормальным. И также иногда бывает, что если, допустим, муж и жена в Токио живут и не могут никуда уехать, приезжают родители на 1 месяц, чтобы помогать. Часто приезжает мама, допустим, вот у Изами мама приезжала помогать, когда у старшего брата
брат дети рождались на целый месяц, и они живут у них в доме и помогают с готовкой, уборкой, детьми и так далее. 6. В японских отношениях жена символизирует поддержку, а муж — стабильность. И это мое впечатление о японских отношениях спустя 13 лет жизни в Японии и 9 лет в отношениях с японцем, скажем так. Поэтому я не уверена, что это действительно для всех пар в Японии, но мне кажется, что есть немного такое ожидание, что жена должна быть поддержкой мужу, поэтому да, это не миф, что японские жены отбирают зарплату у бедных японских мужчин и выдают им на сигареты каждый месяц карманные деньги. Конечно, это не везде так, не во всех японских парах, это больше как традиционная классическая модель, скажем так, когда жены не работали, и они отвечали за бюджет, за дом, за воспитание детей, а муж работал, и чтобы немного помочь мужу и его больше как поддерживать, а не отобрать у него деньги, жены контролировали бюджет. Это тоже довольно трудная работа, контролировать бюджет, распределять на все деньги, чтобы их хватило, а не потратить все деньги за неделю, как ты получил зарплату. Поэтому это не привилегия, мне кажется, а больше как еще одна обязанность жены в японском обществе раньше была. В наше время не во всех японских парах так. Во многих парах, кого я знаю, кому 20-30 лет, у них часто или совершенно раздельный бюджет, или общий бюджет, который вместе контролируют. Допустим, в нашем случае мы перешли на общий бюджет, наверное, лет 6 назад или 5 лет назад, не помню уже точно, когда у нас полностью общий бюджет, мы видим, кто сколько зарабатывает, но у нас нет человека, кто контролирует бюджет. Мы двое голосуем, стоит ли это, чтобы это купить или нет. 7. Японские отношения очень тихие. Конечно, я не буду говорить за всех, но мне кажется, что в Японии есть такое, что считается не очень хорошо выносить ссору из избы. И я, допустим, ни разу не видела наших знакомых, наши знакомые японские пары или смешанные пары, чтобы они публично ссорились, обижались или выясняли отношения. И это касается и просто людей на улице, соседей. Обычно японцы не орут, не выясняют отношения, не кричат так, чтобы это кто-то другой видел. И даже, мне кажется, многие в принципе так не ссорятся. Я не знаю, как у всех дома происходит, но у меня такое есть впечатление. Допустим, у нас, когда мы ссоримся, просто Изуми молча на меня обижается. И я каждый раз ему говорю: нет, ты мне объясни словами, почему ты обижаешься, потому что я никогда этого не пойму, я не японка, я не умею читать твой мозг. И мы последние годы уже привыкли, и он пытается перебороть себя и потом мне вербально словами объяснить, почему он обиделся, что в той ситуации я не сказала там то-то, то-то, хотя должна была, или там я не то сделала. Поэтому да, когда я обижаюсь на что-то, я не ору, но я словами высказываю свое недовольство. 8. Раньше меня это удивляло, сейчас я уже просто смирилась с тем, что в Японии особо не принято дарить внезапные подарки, цветы тем более, и устраивать романтические сюрпризы. И, конечно, возможно, есть романтичные японцы, но не среди моих знакомых и не в моей семье тоже. Допустим, Изуми особо внезапные подарки или цветы не дарит. Наверное, за все наши отношения он буквально 1 или 2 раза цветы дарил, но это не у меня в приоритете, поэтому нормально. Но от отношений с японцами лучше не ожидать цветы на каждое свидание, или романтичный ужин при свечах, или ванну с лепестками роз. Нет. Самое романтичное, что Иза мне устраивал, и это было действительно классно, я знаю, что он старался, это он высыпал лепестками роз пол, когда делал мне предложение руки. Это было просто невероятно. Но обычно ничего такого нет, и часто многие японцы проявляют свое внимание в каких-то мелочах. Допустим, могут купить какую-нибудь вкусняшку в магазине, которую они знают, что ты любишь, или могут тебе купить теплые носки, если заметили, что у тебя холодные ноги были в последнее время. Допустим, я очень хотела себе на день рождения какой-то подарок, который я смогу носить с собой и помнить, что мне Изуми это подарил, но при этом я не хотела ожидать многого, и я ему сделала заказ. Хотя я не люблю делать заказы, что я хочу себе сумку. У меня нет ни одной нормальной сумки, хочу себе хорошую сумку, чтобы я могла много лет ее носить, думая, что вот подарок от тебя, выбери мне что-нибудь.
И он очень-очень подошел серьезно, тщательно к этому запросу, исследовал весь рынок сумок, ходил ко мне и спрашивал меня каждый день, типа, а ты в сумке обычно что носишь? Телефон, кошелек, окей. Ты любишь серебряный цвет? Серебряный или золотой? Ага. Черный ты любишь, да? Здесь кожа лучше, чем ткань. Здесь разные маленькие опросы, как будто, как у меня мама посмеялась, говорит, он как чат GPT, ты ему ввела запросы, и он тебе выдал идеальный ответ. Это... Мама! Но это действительно так? То есть это не романтично с какой-то точки зрения, потому что это уже не сюрприз, ты знаешь, что ожидать, но это внимание, и это очень приятно в японских отношениях. Возможно, это только у нас так, не знаю, как у вас, жду комментариев. 9. Это внимательность к деталям. Да, не все японцы могут быть супер романтичны в стандартном понимании, но многие японцы, кого я знаю, очень внимательны к мелочам. И мне кажется, это потому, что японцев такое восприятие мира, им нужно учить много разных иероглифов, тысячи, и некоторые из них довольно похожи, им нужно уметь это все различать, и поэтому у них вырабатывается такое внимание к разным вещам вокруг них, даже самым маленьким. Как мне лично кажется, это мое впечатление, но, допустим, знаете, есть прикол, когда жена возвращается домой из парикмахерской, полностью перекрашенная в совершенно другой цвет или там лысая, и муж не замечает, в чем разница. Вот в Японии нет таких приколов, потому что, мне кажется, многие японцы замечают разницу. Даже ты там полсантиметра отрезала, и твой муж такой типа, о, ты изменила прическу? И ты такая, да? Изми, допустим, всегда замечает, когда я даже немного подстриглась, или маникюр, если я сделала, я ему могу не сказать, и он всегда это замечает. Я могу изменить форму бровей, и он мне говорит, о, ты брови сейчас изменила, толще их начала делать. Я такая, да, как ты это заметил? И 10. Это кайдзен в отношениях, в особенности, когда дело касается перемирия. И, возможно, вы слышали слово кайдзен, когда говорят о японских фирмах, потому что это японская философия или практика по улучшению процессов, оптимизации. Очень простыми словами, кайдзен — это улучшение результата с каждым разом. И я была в шоке, когда заметила, что Изуми использует эту японскую философию, практику даже просто в наших отношениях, в особенности, когда мы поссорились и собираемся мириться. Я уже рассказывала, что японцы особо не любят на словах говорить «я тебя люблю». Часто любовь проявляется именно в таких деталях, а не на пустых словах. Именно поэтому, допустим, Изуми сейчас говорит мне «я тебя люблю», потому что я попросила его, но он тоже это объяснял, что это как действие, я действую, говоря «я тебя люблю», чтобы проявить свою любовь. Допустим, если мы ссоримся, просто извиниться на словах — это пустые слова. И поэтому каждый раз, чтобы у нас было полное, тотальное перемирие, мы решаем, какие именно действия мы предпримем, чтобы больше эта проблема не возникала и не было таких ссор. И это реально кайдзен. Такие у нас отношения, и это 90% мой личный опыт, 10% то, что я вижу вокруг себя в Японии, поэтому мне интересно послушать в комментариях, как оно у вас, если у вас, допустим, интернациональные отношения, как вы выживаете, сколько вы лет в браке, и какие у вас есть разницы менталитетов и проблемы из-за этого. Жду ваших комментариев, всем спасибо за просмотр, всем пока!